Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы вместе с вами приготовим бенто-торты в очередной раз. Но теперь мы приготовим бенто-торты диаметром 12 сантиметров и с осенним вкусом и осенним оформлением. В составе карамельный бисквит и пряная яблочная прослойка. Если вы также хотите приготовить эти торты вместе со мной, добро пожаловать ко мне на кухню. Приготовление карамельного бисквита начнем с того, что 90 граммов сгущенного молока вареного хорошего качества прогреем в микроволновке импульсами, чтобы оно стало мягче. Тщательно перемешаем массу, чтобы она стала однородная, без комочков. И добавим сюда же 60 граммов сливочного масла. Сливочное масло у меня жирностью 72,5%. Я предварительно растопила сливочное масло, так как оно было у меня замороженное. Если масло мягкое, то можно добавить сразу в теплую сгущенку. Тщательно перемешаю. Добавлю щепотку кардамона. Можно добавлять по вкусу. И отставляю пока в сторону. 3 яйца. Добавляю к ним 100 граммов сахара и немного соли. Взбиваю с помощью миксера на высокой скорости около 8 минут. Яйца хорошо взбиты, очень плотная масса получается. И теперь добавляю сгущенку со сливочным маслом. Если она успела у вас остыть, то тогда ее слегка нагреваем. Перемешиваю недолго, до объединения. 150 грамм муки, 30 грамм крахмала кукурузного и 6 грамм разрыхлителя для теста смешаю вместе и просею в тесто в 2-3 приема. Вымешивать можно с помощью лопаточки, можно с помощью венчика, только очень бережно, движениями снизу вверх, такими вот складывающими движениями. И в самом конце вливаю 25 граммов кипятка. Опять осторожно перемешиваю и переливаю тесто сразу же на противень. На этом этапе уже можно вымешивать лопаточкой, так тесто меньше сядет. Переливаю тесто на противень, застеленной бумагой для выпечки. И сразу же отправляем противень в духовку, разогретую до 170 градусов. Выпекаем бисквит до готовности. На это у меня ушло 20 минут. Вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше времени. Готовность можно проверить деревянной зубочисткой, вставленной в центр. Она должна выходить сухая. Даем бисквиту слегка остыть. И из полностью остывшего бисквита можно вырезать коржи для наших бенто-тортов. Диаметр моей формы 12 сантиметров. У меня получится 3 мини-торта по 12 сантиметров. Из обрезков можно приготовить трайфлы или пирожная картошка. Также бисквиты можно выпекать сразу же в нескольких кольцах диаметром 12 сантиметров, но кольца необходимо затянуть фольгой. Если у вас есть много колец необходимого диаметра, тогда можно сразу же обойтись без обрезков. Бисквиты готовы, можно приступить к приготовлению начинки. В сковороду отправляю яблоки, нарезанные небольшими кубиками, 250 грамм, 35 грамм сахара, 20 граммов меда, 20 граммов сливочного масла. Поливаю лимонным соком слегка. Посыпаю корицей. Если вы не хотите, можете этот шаг пропустить. И отправляю на небольшой огонь, чтобы яблоки слегка протушились. Когда яблочки станут мягкими, но еще будут хорошо держать форму, введем в них 1 столовую ложку крахмала, которую необходимо развести 15 граммами холодной воды. Подержу яблоки немножко еще на огне, чтобы крахмал хорошо заварился.
Проварила примерно минутку и снимаю с огня. Помещаем яблоки в другую емкость, накрываем пленкой в контакт и даем остыть. Приготовлю заварную основу для масляного заварного крема. Для этого мне понадобится одно яйцо, 20 грамм крахмала кукурузного, 20 грамм муки, 100 грамм сахара, ванильный экстракт и щепотка соли. Все соединяем вместе и тщательно перетираем в однородную массу без комочков. Подробный рецепт приготовления заварного крема уже есть на канале. В торте Карпатка. На этот раз мы с вами быстренько приготовим крем, не будем вдаваться в подробности. Заливаем закипевшим молоком тонкой струйкой. 400 мл молока мне понадобилось. Снова отправляем на огонь и завариваем крем в течение 30-40 секунд после того, когда пойдут первые бульки. Крем готов, сразу же перемещаем его в другую емкость. Накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем остывать до комнатной температуры. Заварная основа должна быть обязательно комнатной температуры. Она не должна быть ни холодная, ни даже чуть-чуть тепленькая. Заварная основа хорошо охладилась, ее температура стала комнатной. Соединила в ковшике масло 180 граммов. Масло у меня жирностью 82,5%. Масло также комнатной температуры. И заварную основу. Взбиваю с помощью миксера на высокой скорости до однородного пышного крема. Вот обратите внимание, крем готов. Не обязательно добавлять заварной крем понемножку к взбитому маслу. Можно таким образом все сделать, если температура крема и масла действительно комнатная, одинаковая. И если заварная основа правильно приготовлена, то крем получается очень стабильный и пышный. Пропитаю коржики для торта молоком. Можно любым сиропом, какой вам нравится, соком. Крем поместила в кондитерский мешок. Нанесла тонкий слой крема, делаю бортики с крема по краю бисквита. Помещаю остывшую яблочную начиночку. Верхние коржи также хорошо пропитаем. Поставлю торты пока в холодильник, чтобы начинка стабилизировалась. И потом выровняю торты этим же кремом. Начинка в тортах хорошо стабилизировалась. Для того, чтобы это произошло быстрее, я поместила свои тортики в морозильную камеру на минут 20-30. А теперь выравниваю торты тем же кремом, что и собирала торты. Выравниваю все торты и опять отправляю их в морозильную камеру на минут 15-20 или же в холодильник на час примерно, чтобы крем стабилизировался. Выровняла свои торты, переношу их на пергамент. Можно использовать салфеточки ажурные под торты специальные. Для украшения своих бенто-тортов буду использовать крем-чиз на сливках. Можно, в принципе, украшать и тем же кремом, которым мы выравнивали торты, но он имеет склонность расслаиваться и не очень хорошо окрашивается пищевыми красителями. Для крем-чиза мне понадобится 150 грамм творожно-сливочного сыра, 50 граммов сливок и 25 граммов сахарной пудры. Взбиваю все в однородную массу. Все, крем готов. Он получается очень классный и легко окрашивается. Окрашу крем в различные цвета и украшу торты. Получаем необходимые оттенки. Добавила немножко черного. Окрасила крем в различные цвета.
На одном тортике хочу нарисовать кленовый листочек. Так, примерно нарисовала зубочисточкой. Потренируюсь сделать надпись. И делаю надпись на торте. Неудобно было снимать, поэтому вот я сделала без съемки. Тема следующего тортика у меня будет любовь. Она всегда актуальна и зимой, и летом, и осенью. Нанесу для начала белые мазки крема, чтобы в итоге красное сердце смотрелось более красиво. Белые мазочки есть. Теперь возьму вырубку для печенья, прикладываю ее к торту, чтобы отпечаталось сердечко. И теперь шпателем нанесу красный крем. Вот такое красивое сердечко. И остается сделать только надпись. На бок также нанесу белый крем-чиз. Вот такой замечательный торт получился. И можно сделать несколько маленьких сердечек. Нанесла белые мазочки.